трансляции в замечательном сервисе Canva. Canva – это не единственный вариант, как это делать. Каждый выбирает что-то свое, что-то, то, что нравится именно вам. Я уверен, что после того, как вы посмотрите это видео, этот ролик, да, этот эфир поприсутствуете, кто-то задастся стандартным вопросом, а нафиг это делать в конве, если все это делать могу на телефоне? Отвечаю, делайте на телефоне. Плюс это можно делать на фотоаппарате, можно делать еще в куче различных приложений. То есть каждый выбирает тот способ, который ему комфортен и удобен. Так как я с телефона только звоню, блин, и не хочу создавать себе проблемы с нажиманием кнопочек там на вот таком вот экранчике, да, я это делаю на компьютере, потому что вот у меня сейчас тут 29-дюймовый монитор, я все вижу, сижу спокойненько, мышечкой вожу, мне так кайфово. Поэтому я могу эти делать картинки реально за 43 секунды, я даже засекал. Итак, что мы делаем? Надеюсь, сейчас вы видите мой экран, потому что мы перешли в Zoom. С демонстрацией экрана в Zoom все нормально. Кто сейчас у нас в комнате Zoom, скажите, пожалуйста, голосом, что, блин, да, я вижу главную страницу. Сейчас нам видно и слышно. Да, я вижу главную. Да, я вижу. Сейчас у нас значительно больше людей в Zoom, но ситуация та же самая. То есть никто ничего не говорит, все молчат. Ну, мы правильно. говорим. Наблюдаем. Вот вы вообще Игорь, видели мы мой экран? говорим. Вы видели? Спасибо за все говорят. Все говорят. Говорим, понял. что нам кайфово, мы видим картинки, Да. мы все делаем. Ой, Правильно. наблюдаем. Все, я понял. У меня динамики были включены на микрофон. Но ничего, бывает. Сегодня день такой, я уже понял. Сегодня день такой, это точно. Так, итак, значит, что мы с вами делаем? Мы создаем публикацию для Instagram, потому что сейчас это наиболее популярно, причем публикацию для ленты Instagram, квадратное изображение. Вот это квадратное изображение можно размещать в Фейсбуке, в Твиттере, в ВКонтакте. Проблемы будут только с Ютубом и с Одноклассниками, потому что эти социальные сети любят изображения и видео с отношением 16:9, то есть вытянутые. Поэтому я выбираю публикации в Instagram, хотя если бы что-то хотел другое, мог бы здесь написать, либо примерно поискать уже из того, что у нас есть на главной страничке. Здесь вот оформление, там дыдыч. Ну, то есть пройдитесь хотя бы раз по главной страничке, посмотрите, что бы вы ни делали, вы всегда можете найти нужный вам дизайн. Все-таки здесь микрофоны я буду отключать, потому что эти шебуршания, они несколько напрягают. Итак, я выбираю публикации в Instagram, у меня сразу же появляется заготовочка под Instagram, то есть появляется вот такой беленький квадратик, и сразу же выбираются шаблоны. Вот с левой стороны кнопочка шаблона, она уже нажата, и вот список тех шаблонов, которые вы можете использовать. Я сейчас не буду использовать никаких шаблонов, потому что у меня есть фотография, которую я сделал на свой телефон, я ее скинул по проводку, там через почту, через Telegram переслал. Ну, то есть каким-то образом эта фотография у меня появилась на моем компьютере в папке загрузки, да, и я сейчас эту фотографию буду обрабатывать. Что мне нужно сделать? Первый шаг, я загружаю свою фотографию в личный кабинет в Canva. То есть под шаблонами, под кнопочкой шаблона есть кнопочка загрузки, выбираем загрузки, жмякаем на кнопку, которую очень сложно пропустить, загрузить изображение или видео. Открываем папку на вашем компьютере, где хранится нужная вам фотография. Вот она, эта фотография. И нажимаю на кнопку «Открыть». Но у меня английская версия операционки, ну, была такая задача. Я нажимаю на «Open». Все. Ждем несколько секунд, в зависимости от производительности вашего интернета и компьютера, и фотография загружается. Вот она. Теперь эту фотографию необходимо разместить на нашей заготовке для публикации. Если вы сделаете просто однократный клик на ней, то она вот так вот появится у вас на этой заготовочке. Если мы сейчас делаем эту фотографию фоном, а фоном это значит занимать будет весь этот квадратик, да, я делаю лично вот так. Прижимаю левую клавишу, тащу и дожидаюсь того, чтобы она так заполнила всю фотографию, то есть именно преобразовала фотографию, именно фон. Первое сделано.
фотка скинута на наш шаблон для Instagram. Теперь шаг номер 2. Это мы начинаем эту фотку кадрировать. Для чего кадрировать, я говорил, повторяться не буду. Кликаю на нашу фотографию, и появляются действия. И вот одно из действий, здесь оно называется «обрезать». Нажимаю «обрезать», начинаю нашу фотку либо тянуть, уменьшить ее меньше шаблона не получается, потому что это у меня фон, а фон не может занимать часть шаблона, он занимает весь шаблон. Поэтому я немножко ее растяну и потом немножко ее вот так вот подвину. То есть, чтобы у меня было лицо девушки и плечо, ну и, конечно, волосы, потому что, например, я делаю пост для эфира, посвященный красивым, замечательным волосам. Растянул, подвинул, нажимаю «Готово». Все, кадрирование на этом можно считать законченным. Что еще можно сделать? Можно эту фотку поотражать. То есть, если вы хотите писать, например, текст вот здесь, вот в правом верхнем углу, а здесь у вас лицо. Ну, текст на лице, ну, наверное, не совсем правильно. То есть текст лучше на плече напечатать. Поэтому нажимаем «Отразить» и говорю «Отразить по горизонтали». Вот бамс, девушка у меня перевернулась. По вертикали, пожалуйста. Если вы выполнили какую-то операцию в конве и все сломал, есть действие «Отменить». Вот в синенькой строке, где основные операции, нажимаю на «Отменить», последнее выполненное вами действие отменяется. С кадрированием понятно? Включите кто-то микрофон и скажите, что с кадрированием понятно. Да, понятно. Все понятно. Вот. Понятно. Прям хорошо, прям массово, рад за вас. Операция номер 2. Это типично, что нужно делать. Это выполняется при обработке любой фотографии. Это из-за того, что у нас проблемы с освещением, мы получаем фиг знает что. Что-то засвечено, что-то затемнено, поэтому нужно менять яркости. Canva, к сожалению, не позволяет поменять яркость, например, в каком-то конкретном месте. Ну, например, я хочу, чтобы у нее там лоб не бликовал. Я могу это сделать, но не в Canva. Canva позволяет вам менять насыщенность вашей картинки, чтобы вы получали, ну вот посмотрите, вот если вы откроете Яндекс и наберете что-то, что значит хорошая картинка для социальных сетей? Она с яркими, насыщенными цветами. Ну вот если вы хотите сделать такой яркий, насыщенный себе профиль. Чаще всего что мы получаем или что мы видим? Мы видим мутные цвета. Почему? Потому что никто эту фотографию не обрабатывал. И как она очень просто обрабатывается? Опять же, щелкаем на эту фотку и нажимаем на кнопочку «Настроить». Вот сюда. У вас открывается возможность менять яркость, насыщенность вашей фотографии. То есть с яркостью чаще всего ее немножко преуменьшают, контрастность чаще всего немножко преувеличивают. Насыщенность можно тоже как-то вот варьировать, но в принципе два ползунка, яркость и контрастность, позволяют вам с фотографией сделать реально очень много. Вот на этой фотографии, где не так много цветов, мы не очень ярко видим изменения, которые происходят. Но если присмотреться или, например, посильнее подвигать эти ползунки, что я не рекомендую этого делать, то изменения уже становятся более видимыми. То есть, кроме яркости и контрастности, если у вас нет опыта, я вам пока не рекомендую ничего двигать. Если вы хотите вот эти все настройки с яркостью, контрастностью, с размытием там и так далее делать попроще, что вам предлагает Canva? Вот, например, в программе обработки видеоизображения Lightroom есть такая штучка, которая называется, или такой инструмент, который называется Preset. Что такое Preset? Это уже выстроенные, профессионалами подобранные значения вот этих характеристик, которые я сейчас руками наугад интуитивно двигаю. То есть мы загружаем уже какие-то готовые настройки, и наша фотография становится прям яркой, насыщенной, либо наоборот, она становится более такой мягкой, более приятной, например, для глаз, ну, в зависимости от того, что вы хотите добиться. В Canva это можно сделать с помощью фильтров. Выбираете фильтры
И вот фильтры, которые вам предлагает Canva, уже готовые. То есть вам нужно просто щелкнуть на фильтр, и вы увидите, что ваша фотография в одно нажатие прям сразу же меняется. Что за каждым фильтром стоит? За каждым фильтром стоит измененные вот эти вот характеристики. Видите, размытие начали менять, кросс-процессы двигать, насыщенность двигать. То есть все вот эти фильтры – это просто измененные уже кем-то до вас вот настройки. Ну, то есть тоже аналогично этим пресетам. То есть щелкайте по этим фильтрам, смотрите, что вы хотите вот достигнуть. То есть какой эффект от фотографии вы хотите получить. В принципе, еще здесь вот есть такая вот штука, которая называется интенсивность. То есть выбранные фильтры вы еще можете вот так же, как в настройках, немного подоизвинять. Ну, то есть, ну, вот мне кажется, что я вот сейчас прям почти попал. Какой совет? Конечно, вот этой вот лабудистской лабудой, этими движениями, этими ползунками можно заниматься вечно. То есть можно вечно смотреть там на падающую воду, то есть на горящий огонь и на работающих людей. И вот точно так же вот можно вечно сидеть этими ползуночками двигаться. Что я вам рекомендую? Я вам все-таки рекомендую найти фильтры под ваши типы фотографий. Ну, например, вы фотографируетесь там на природе очень часто. Найдите фильтр, который наиболее выделяет или делает вашу фотографию качественной. Ну, например, вот такой какой-то фильтр, да. Вот, и запомните, как он называется. Например, вот я хочу все свои фотографии обрабатывать этим фильтром. Что вы добьетесь? Вы добьетесь того, что ваш профиль будет в одном стиле. Вот, например, самый простой способ сделать все ваши фотографии в одном стиле – это просто накладывать на них один и тот же фильтр. Просто запомните, как он называется. Ну и если хотите, можете еще подвигать вот ползуночек интенсивность и добиться того, что вам больше нравится. И запомнить, то есть я буду использовать вот этот вот фильтр с таким вот названием и параметр интенсивности 38. Прям запишите себе на листочке и загрузили фотографию, выбрали этот фильтр, то есть откадрировали, выбрали этот фильтр, выставили интенсивность. Все, на этом мы закончили. Вот все наши телодвижения, потому что, еще раз повторюсь, на этом можно залипнуть очень надолго. Итак, фотография готова. В принципе, сейчас ее можно сразу брать, вот нажимать сюда на кнопочку «Загрузить», выбирать, в каком формате ее хотите загрузить, а ее можно загружать в PNG или в JPG, лучше вы загружайте в JPEG. И все. Нажимаю «Скачать». Фотка скачивается мне на компьютере уже в обработанном виде. Опять же, она сваливается в нашу папку загрузки. Вот. Вот исходная фотография, даже не откадрированная. Вот обработанная фотография в Canva, причем сделанная под шаблон Instagram. Можно брать и спокойно загружать. Что чаще всего мы видим при публикациях в социальных сетях? Но не просто одна фотография. Не просто одна фотография. Чаще всего, практически всегда, на этой фотографии появляется какой-то текст поясняющий. Ну, например, самый простой вариант какой-то рекламы. Вот взять такую фотку и наложить на нее какой-то текст. Чтобы текст был читабельным, он чаще всего не накладывается прям поверх фотографии, хотя можно и так делать. Чаще всего делают плашку. Что такое плашка? Плашка – это элемент, чаще всего это прямоугольник, либо еще круг можно делать, тоже очень красиво смотрится. То есть я хочу сейчас на эту фотку наложить плашку и на этой плашке что-то написать. Я выбираю элементы. Вот, могу выбрать какую-то фигуру. Вот, например, хочу сделать на кружочке. Да? Ну, например, для женщин чаще всего кружочек это будет, наверное, лучше. Вот выберу кружочек, да. Вот подвигаю этот кружочек вот куда мне нужно. Возьму его, опять же, за знакомое уже вам значение. Вот так вот его уменьшу, да. Вот так. И вот сейчас на этом кружочке я что-то напишу. Ну, например, мне вот цвет вот этого кружочка, ну, совсем не нравится. Я хочу какого-то другого цвета, ну, например, скорее всего, более-менее серенького. Выбрал объект. В левом верхнем уголочке у меня цвет данного объекта.
то есть данной фигуры. И я хочу, например, не зелененькую, а, например, давайте желтенькую зафигачим. Вот так вот желтенькую, черный текст на желтом фоне. Это просто убойно смотрится, но, конечно, не для этой фотографии. Здесь, например, нужно было бы выбрать что-нибудь вот такое, более нейтральное, либо вот такого плана. Я далеко не дизайнер, но мне кажется, на желтом по черному можно писать цемент или там кран-вышка. Ну, давайте сделаем, прикалываемся. Итак, я выбрал плашку. Что мне нужно сделать дальше? Я выбираю текст. Почему текст? Потому что Canva заботится о людях. То есть вам уже дают варианты написания текста и расположения. Вот в зависимости от того, что вы хотите написать, вот лучше потратьте немножко времени и посмотрите, что вы хотите тут написать. Ну, например, я хочу, например, сделать рекламу мастер-класса, да? Вот смотрите, тут даже есть текст мастер-класс, но здесь заголовок крупный, приглашение на мастер-класс, да, и еще пояснение, кто проводит. То есть, по большому счету, вот все, что мне нужно, уже, добрые люди написали. Поэтому я просто щелкаю вот на этот текст. Он у меня появляется на моей картинке. Я опять же его беру, сразу же уменьшаю и двигаю на свою заготовочку. Вот. Так как у меня цвет текста белый, белый на желтом ну, совсем не смотрится, то есть черный. Когда я выбрал объект текст, у меня появляются возможности менять шрифт, но я вам не рекомендую менять шрифт. Вот, пожалуйста, зачем мы выбрали формат? Для того, чтобы именно сохранить написание стилей. То есть если сейчас начнете менять шрифты, то есть вы всю эту красоту просто-напросто превратите в ничто. Очень важно подбор стиля шрифта и его размера. Здесь уже все подобрано. То есть не считайте, что вы сделаете лучше. Если считаете, что сделаете лучше, вот выбирайте вот это, первый просто текст, и начинайте тут, что хотите, варьировать. Мы выбрали не просто текст, мы выбрали шаблон с текстом. Значит, текст у меня выбран, щелкаю на цвет и выбираю черным. Ну, как-то хреновенько смотрится, потому что фон у меня совсем не соответствует. Поэтому здесь бы, конечно, лучше бы выбрать желтый, не желтый, а серый фон и написать белым цветом. Ну, наверное, давайте так и сделаем. Вот так вот. Поменял цвет. А здесь все-таки сделаю белым. Вот так вот. Вот, как в оригинале. Вот, что теперь нужно сделать? Нужно просто, щелкая по каждому из текстов, его просто-напросто изменить. Мастер-класс у нас по волосам, наверное, глупо будет звучать. Наверное, давайте напишем по красоте. Красоте. И здесь надо написать, кто его проводит. Там Юлия Сафонова, и еще кто у нас еще проводит. Надо посмотреть в нашем вебинарном плане. Тамара Черемина. Вот, Тамара Черемина. Вот, и когда это делается. Если вот мелковато, да, раскрываем на весь экран побольше, вот, и начинаем, это можем только посмотреть. Значит, можно немножко увеличить размер, нажать Ctrl с плюсиком, чтобы было удобнее писать. И вот сюда щелкаем. Опять же, выделяете, можете все целиком менять, можете по одному символу удалять и печатать. Но я не буду сейчас на это тратить время. Смысл понятен, да, коллеги? Да, понятен. Да, понятно. Вот уже Здорово, Игорь. Да, готовая картинка. Опять же, нажимаем на нее «Скачать». И опять же, эту картинку берем и скачиваем себе на компьютер. Вот, что нам еще довольно часто приходится делать, я сейчас закрою вот этот вариант, снова нажму «Публикация в Инстаграм». Что нам очень часто приходится делать, это товар. Ну, вот, у кого не посмотришь, у сетевиков крайне редко не найдешь на стене товар. Но как товар чаще всего выкладывается, я говорил, ну, вот, например, сейчас в Яндекс войду, напишу «Витамины». Бодрость на весь день, он, кстати, не выпил так, бодрость на весь день, вот, Вивасан даже.
Вот не выпил, наверное, я сегодня свой витаминчик, прибежал поздно, поэтому ничего не получается. Вот чаще всего народ что делает? Он берет вот такую вот картинку на белом фоне или на прозрачном и выкладывает у себя ее на стене. Ну, как-то грустно. Значит, если вы хотите выложить какой-то продукт, ну, найдите его, сохраните вот именно в таком вот варианте. Но чтобы продукт хорошо работал, его нужно показать с человеком. Вот вы думаете, они зря вот здесь вот девчонок этих снимают. Причем в большинстве своем это сделанные фотографии живого человека, то есть, видимо, была заказана фотосессия, то есть кому-то платили, кто-то за фотосессию, кто-то за то, чтобы засветиться на аккаунте, где 200 тысяч или там больше подписчиков, да, почти 300 тысяч подписчиков, да. Вот, но есть фотографии, которые сделаны фотомонтаж. Вот это я просто убьюсь, да не то, что убьюсь, а с вероятностью 100% это фотомонтаж. Потому что фон слишком четкий, то есть однозначно девушку взяли и наложили на фоне, блин, какого-то вот чего-то, да. Даже не задумывались над тем, что есть такое понятие, как тень. Вот яркий принцип фотомонтажа – это отсутствие теней. То есть она как бы врезана туда, как гвоздями, блин, прибили или приклеили. Но при желании можно сделать и тень. И не можно, а нужно сделать и тень. И вот эту вот баночку ей в руку можно в фотошопе всунуть в любую. Я сегодня не буду показывать, как это делается, но на одном из вебинаров покажу вам, как взять человека. Вот чем хочу заняться, ну просто. Сейчас нет физической возможности, отсутствия наличия денег, чтобы приглашать модели и фотографировать их с какими-то баночками. Но это легко реализуемо. Фотосессия стоит всего лишь 1500 рублей с профессиональным фотографом. То есть можно делать что? Брать вот эти вот уже готовые фотографии и вот вместо витаминов для волос, ну, например, взять и вот сунуть сюда вот такую баночку. Кстати, они по размеру очень похожи, поэтому на раз будет все заходить. Но, конечно, нужны девушки другие. То есть, если мы говорим о витаминах для волос, да, естественно, люди с красивыми волосами. То есть в нашем случае это витамины для бодрости, то есть здесь нужны другие девушки, и их тоже достаточно много в интернете, и просто нужно немножко их красиво обработать. Значит, я вам зачем это показал? Для того, чтобы вы четко понимали, что если хотите показать продукт, то его можно и лучше всего показать с человеком, либо показать на каком-то красивом фоне. Давайте простой вариант покажем с человеком. Вот перемещаясь по разным аккаунтам, я все время нахожу какие-то классные картинки, которые потом себе сохраняю. Ну, например, вот смотрите. Вот на основе вот этой фотографии можно сделать рекламу какого-то крема для лица. Прям легко, на раз зайдет. Вот, например, здесь можно какой-то крем для загара зафигачить. Но я сейчас по простоте сюда сделаю витамины наши, потому что, нет, они будут здоровучими. Но не совсем та картинка. Здесь тоже бы лучше что-то зашло с косметикой. С витаминами бы зашли вот эти вот люди, вот такие. Вот сюда вот можно какие-то вот витамины для спорта. Вот фотография, которую я делал, которую я тоже использовал. То есть нужно просто найти фотки, соответствующие продукту, и эти фотки просто скомбинировать. Я сейчас это сделаю на не лучшем, с моей точки зрения, примере, но сделаю. Опять же, выбрал шаблон, выбрал загрузки, загружаю вот эту вот девушку. Вот загрузилась. Жду, пока вот закончится загрузка. Прижимаю левую клавишу, тащу ее и загружаю бодрость. Так, вот бодрость у меня уже загружена. Вот, и беру вот так вот ее и вот сюда вот размещаю. Значит, что у меня получается? Мой пузыречек, мои витаминчики, они, конечно, значительно меньше. Вот задача сделать только одно. Закрыть своим товаром оригинальный. Ну, извините, у меня сейчас не получится это сделать очень точно и очень красиво. И, конечно, ну не лучший пример, но я вам показываю саму идею. Сама идея сводится к чему? То есть сама идея – это когда мы берем человека и комбинируем его с продуктом. Вот, это очень просто и так очень хорошо заходит.
Причем, конечно, если еще в руку этот продукт человеку разместить, то есть как будто человек начинает им пользоваться, это еще лучше смотрится. Конечно, продукт и человек на его фоне должны соответствовать, то есть не должно быть разрыва стереотипов. Еще раз повторюсь, вот эта вот девушка лучше подойдет для каких-то кремов, особенно с загарами, там, пудры и так далее, но не для спортивных вещей. Игорь, а можно вопрос сразу? Не страшно, я смогу ответить на него. Юль, ты как-то готовь меня, мы же в прямом эфире, вдруг я сейчас не смогу ответить. Сможешь, Игорь. Да, когда у нас очищенный фон, угу. мы размещаем, оно, получается, у нас будет прозрачное, только чисто вот у нас бодрость и все, да? Я взял изображение пузыречка с витаминами нашего на фоне PNG. То есть PNG – это прозрачный фон. Я специально нашел такую картинку. Есть хороший вопрос, окей. Я или программа, чтобы очистить фон, у меня есть такая. Да. Вот смотрите, когда вы ищете какое-то изображение, вам его предлагают скачать в разных форматах. Если я его качаю в формате PNG, то чаще всего у меня получается то, что называется белый фон. И тогда вот, как я вам показывал, мне не получится его вставить. У меня будет товар на фоне какого-то фона. Фон, конечно, можно обрезать. То есть я показывал, то есть в нашем обучающем центре есть вот ссылочка вот на такой замечательный сервис. Что он делает? Он берет любую картинку на любом фоне, лучше на белом. С белого он обрезает просто на раз. Но может обрезать вот даже с цветного. Вот вы берете картинку, например, наши витамины на каком-то фоне, загружаете в этот сервис и получаете обрезанную эту картинку без всякого фона. И тогда ее можно делать так, как я показывал. Вот размещать, и она не будет своим фоном закрывать картинку. Я правильно ответил или не совсем? Да, меня именно этот вопрос интересовал. Да, все понятно. Игорь, а еще такой вопрос. А вот картинки, вы говорите, там, допустим, мы берем какое-то изображение, там девушки, можно их использовать, любые изображения, или это как-то нужно, то есть не все можно использовать изображения? Мы сейчас уходим вообще в мою любимую тему авторские права. Да. Я могу сказать вам следующее, и могу там с кем угодно попадаться по этому вопросу. Значит, коллеги, вы должны четко понимать, когда у вас 400 друзей на аккаунте, ну, там 2000 друзей на аккаунте, там 4000 друзей на аккаунте, все, что вы там делаете у себя, вообще вот это никто это практически не видит. Но я говорю из тех, кто бы вам мог бы там за это заломать руки и ноги. Поэтому, конечно, есть такое понятие, как авторские права. И в Инстаграм это сейчас, ну, потому что это Фейсбук, это все жестко отслеживается. Поэтому, конечно, если вы берете фотографию, на которой стоит бренд, вот прям брендирование. Вот лучше такие фотографии не размещать, либо просто брать этот бренд, обрезать кадрированием. Да? Конечно, когда вы размещаете фотографии известных людей и начинаете их использовать в рекламе, особенно когда вы платку запускаете с какой-то известным человеком, ее начинают видеть колоссальное количество людей, и потом возникает вопрос, а у вас есть договоренность, что вы можете использовать этого человека? Сейчас, пока у нас там ничего такого страшного нет, можно делать практически все. А потом просто реагировать на те претензии, которые к вам пойдут. Если вам скажут, почему вы используете эту фотографию, вы можете честно сказать, фотография взята из открытого источника. То есть я ее просто скачал из интернета, открытый источник. Если, то есть это можно, да, делать? Да, это можно. Есть такое понятие, как открытая лицензия. Есть специальные сайты, на которых собраны фотографии с открытыми лицензиями. Прям качайте оттуда. Можете прям кричать, что вы ее скачали именно с этого сайта. Хотя на самом деле... Они называются бесплатные стоки. Да. То есть, но главное не то, что оттуда можно бесплатно скачать фотографию. Бесплатно скачать можно откуда угодно. Но то, что на авторские права претендовать... Да, главное, что это открытый источник, который собирает фотографии с отсутствием авторских прав. То есть используйте там музыка есть без авторских прав, видео без авторских прав, фотографии без авторских прав. Потому что тема авторских прав, о ней можно говорить вечно, но лучше реагировать, когда к вам пошли какие-то претензии. И лучшая реакция, я взял фотографию из открытого источника. Вы кто? Вы человек, который на этой фотографии отображен, либо вы его там
юридический представитель, то есть почему вы мне пишете. Если, конечно, вам написала там техподдержка в социальной сети, ну, лучше взять эту, заархивировать или вообще удалить. То есть, ну, вначале им ответить, почему Ясно. так и сделали. Мгм. Ну, на эту Всё тему, понятно. честно говорю, говорить можно очень долго, и не хочу Хорошо, да, не будем. Все, спасибо. теперь, откуда вот чаще всего народ берет фотографии? Народ чаще всего берет фотографии с Яндекс картинок. Ну, это очень просто. То есть зашел на Яндекс, написал, что тебе нужно, да. Вот, кстати, когда вы включаете фильтры, вот здесь, видите, есть тип, файл, извините, файл. И вот если вы выбираете файл в формате PNG, то вам уже дают файлы с прозрачным фоном. То есть, например, ищите какой-то товар, вот как витамины я искал, да, вот включите файл в формате PNG, тогда у вас будет прозрачный фон, и не надо его будет обрезать. Но довольно часто, когда вы качаете что-то с Яндекс картинок, получается, что, например, вот я нашел там красивую мне картинку. Жду, пока она у меня загрузится полностью. Вот видите, вот пока еще грузит, не надо еще ничего не нажимать, что-то очень долго, даже с моим интернетом. Так, ладно. Вот, загрузилась. Если я правой кнопочкой по ней щелкаю, нажимаю «Сохранить как», довольно часто сейчас очень много картинок, не могу вам объяснить почему, они скачиваются не в формате PNG, не в формате, ну, короче, они не скачиваются в формате картинки, они скачиваются в формате веб. Вот если вы сохраняете эту картинку не в формате картинки, а в формате веб, сейчас по закону подлости все будет в формате картинки. Да, бывает такое часто. Да, очень часто. Значит, можно, конечно, опять тратить время на поиск такой же картинки, но в формате именно картинка. А можно сделать проще. Да? У вас же у всех стоит вот эта вот программа захвата скриншотер. Нажимаете на эту программку, и уже пофигу, как вам предлагает ее сохранить Яндекс. Вы ее выбираете. Причем можно ее сразу откадрировать. Нажимаете на дискеточку и уже по-любому сохраняете ее в формате картинка. Неважно, как бы вам там предлагал ее делать наш замечательный Яндекс, поисковик Яндекс. То есть я таким тоже достаточно часто пользуюсь, потому что, ну, часто требуется именно эту картинку, она мне вот очень понравилась, нет времени ее искать. Но Да, вернемся... какая хорошая идея, Игорь, потому что я сколько раз тоже мучилась с этим, вот не сохраняется, и да, все так, я как знаю, надо. что это Супер. прям вот время, да, а время больше всего ценно, да, поэтому, честно говоря, рекомендую, пользуйтесь, чтобы не тратить время. Но вернемся к нашему товару. Значит, товар на белом каком-то фоне, на прозрачном тем более фоне, размещать в соцсетях у себя, это неправильно с моей точки зрения. Поэтому фон должен быть интересный. И где этот фон можно взять? Ну, опять же, вот напишите, в Яндексе, фон для товара, для Инстаграма и так далее. И вот у вас, смотрите, появится, там Яндекс вам найдет куча уже всего вот такого, что можно использовать для того, чтобы комбинировать ваш продукт. Конечно, есть специальные сайты, я тоже ссылки на них размещал там на платформе. Они как раз вот собирают эти фоны, которые вы можете использовать. Здесь, конечно, очень много интересного, но за многие фоны вы можете, от вас потребуют деньги за скачивание. Но опять же поделюсь тем же советом, который вам только что сделал. Любую картинку, которую вам предлагают скачать, видите, нам она не очень нужна, скажем так, в мегакачестве. То есть нам нужен просто нужна вот эта вот картинка на моем компьютере. Ее можно точно так же вот включить скриншотер, да, и вот отсюда вот ее стырить, не заплатив, сколько они там просили. Ну, то есть что-то много там просили, что-то 900 с чем-то рублей, кажется. Вот, 980 рублей, да, за этот фон. То есть обходить какие-то ограничения можно. Давайте сейчас найдем фон для наших витаминов. Ну, что нам для витаминов подойдет? Стена бы подошла бы, конечно, каменная. Но не вот такая, не фиолетовая, не девичья. Ну, вот, например, я бы взял бы еще вот этот. Вот, тут какие-то продукты, тут какие-то витамины. Опять же, не лучший вариант, потому что времени нет сейчас сидеть и выбирать его. То есть я нашел фон для своего продукта. Можно вот такой взять, тоже прям ничего. Давайте такой возьмем. Все, нашел фон.
Сам товар у меня в формате PNG, то есть с прозрачным фоном, есть. Опять же, создать дизайн, публикацию для Instagram. Сейчас мне сделали квадратик. Перехожу в загрузки. Загружаю только что скачанный фон. Ну какой? Так, где мой компьютер? Вот компьютер. Какой-то он все-таки такой несколько отталкивающий. Но витамины тут присутствуют. Компьютер, да, потому что сидишь, ничего не делаешь. Бодрость же нужна. Вот он у меня скачивается. Его однозначно, этот фон, придется кадрировать, потому что он у меня вытянутый, а шаблон у меня квадратный. Беру, перетаскиваю. Сразу начинаю его обрезать. Тут особо не пообрезаешься. Ну, вот так. Или так. Нет, лучше вот так. Вот, готово. Настрою. Яркость немножко уберу. Контрастность немножко прибавлю. Вот так вот сделаем. Все, с этим готово. Теперь ищу свои витамины. Вот моя ж любимая вещь, PC28, проблемы со спиной. И вот, кстати, здесь, кажется, он у меня на белом фоне. И вот вы сейчас посмотрите, что будет, если я... Вот, кстати, хороший ответ на вопросы. Вот это продукт на белом фоне. Вот смотрите, если я беру его на белом фоне, что у меня получается? У меня получается вот так. Видите? То есть как-то, Да, блин, вот какой-то... Какой-то Спасибо. инородный продукт, то есть видно, что это, блин, ну, сделано, мягко говоря, не айс. А вот этот же самый продукт, но скачанный на фоне прозрачном, видите? Ну, у него серенький. То есть я его беру и вот таким вот образом вот размещаю. Опять же, любую загруженную картинку вы также можете отстроить. То есть я считаю, что она у меня не очень... Какой-то просто. Магия. Да, черника классно подойдет к компьютеру. Прям вот огнище было бы. Спина, основная проблема, что посидишь вот так вот согнутым таким вот буковкой, не А знаю. это таблетки какой-то. ПЦ, это не гель, это таблетки ПЦ. Да, это таблетки, да, это, блин, я их пил, и у меня спина пипец как прям, я не знаю, конечно, из-за чего она прошла. Но, скорее всего, Проходит, да, очень быстро. ну, боли ушли, вот реально боли ушли, поэтому вот они у меня... Или глюкохон сюда. Вот для меня это уже очень сложно. Смотрите, идея. Я добавил просто продукт на какой-то фон. Все. Кстати, могу поделиться еще очень хорошим сервисом, он мне очень нравится. Это сервис, который хранит зелененькие листочки. Так как у нас очень много всего связано со здоровьем, да практически все, что у нас есть, это со здоровьем. То есть вот эти вот зелененькие листики, их можно накидать. То есть, например, если я хочу, чтобы у меня это как-то более органично, ну, не народным включением хранилось, то есть я не могу сейчас сделать тени, но я могу закидать это травой, ну, прям в прямом смысле слова. То есть я ищу листочек, который бы мне прям подошел, ну, например, вот этот. А на каком сервисе? Это какой сервис? Я его кидал, могу еще раз кинуть, но можете прям так и написать, что я писал. Я его искал, опять же, через Яндекс. Это зеленые листья на прозрачном фоне. Но я вам скину в чат, будет у вас этот сервис. Смотрите, здесь уже все точно на прозрачном фоне. То есть я их могу прям накладывать, и они мне могут затенять мой товар. Опять же, правой кнопочкой сохранить картинку как. Она уже сохраняется в формате PNG. Сохраняю. Возвращаюсь. Загрузить. Ищу траву. Вот она моя трава. Загрузил ее. Кстати, вы можете, все, что вы загружаете, оно у вас здесь остается. Поэтому, в принципе, вы можете загрузить себе несколько красивых штучек, которые вам пригодятся, и потом их активно использовать. Вот беру эту траву и, например, вот так вот. Теперь смотрите, что произошло. Тоже прям хорошо, что я вам это показал. Что произошло? У меня вот здесь вот и изображение моего продукта, да, и изображение вот этой вот травки. То есть я как бы взял, вот представьте, у вас стол, на котором лежат листочки. И я взял последний листочек и положил его сверху. И он мне закрыл все, что есть. Понятно, почему мой продукт, сейчас PC28, исчез? Потому что я закрыл его травой. Понимаете? Я теперь должен вот этот вот листочек подвинуть вниз, то есть под продукт. Щелкаем вот сюда, то есть выбираем мой листочек и нажимаю на кнопку «Расположить». И теперь мне нужно его задвинуть. Так, а почему ты не двигаешься на левый край?
Так. Куда исчезло? Куда исчез мой продукт? Я, наверное, его удалил, извините. А это она, наверное, одна картинка заменилась другой просто. Да, точно, извините. Там Я изображение, просто, там да, я плюсик. выбрал картинку, щелкнул и заменил, извините. Но давайте сейчас, кстати, все равно я вам покажу, что значит несколько слоев. Вот. Вот если бы эта картина... вот сейчас получается как. Ну вот я сразу сделал то, что я хотел. Нет, я же делал не то. Вот что я делал. Это удалю. Это вот размещу. Вот. Но сейчас у меня все равно мой продукт получается над травкой, да, и все равно как-то видно. А я сейчас могу взять мою травку и, нажав на расположение, выбрать вперед. То есть я сейчас его с нижнего слоя вытаскиваю наверх. Смотрите, что произойдет. Видите, он мне вот взял так немножко мой продукт, закрыл. То есть я хочу, чтобы он у меня как-то все-таки оттенялся. И вот так вот я его взял, немножко травой прикрыл. Вот так вот. Если хотите наоборот, чтобы у вас продукт был на первом плане, а трава ниже, выбираем расположение, говорю вперед. Вот он у меня теперь будет вот так вот. Ну, то есть подбирайте, как вам хочется, как вам больше нравится. Ну вот. Теперь, что нам не хватает? Нам, конечно, не хватает надписи, но здесь у нас и так продукт как-то называется. Если вы сюда еще вставите в плашечку, то есть возьмете фигуру какую-то, да, и, ну, например, опять же... Вот Игорь, а можно без плашечки писать просто на фоне? Да, пожалуйста, пишите, можете сразу вот брать текст и писать сразу без плашки. То есть если ваш фон позволяет написать так, чтобы текст был читабельный, то есть для чего плашки накладывают? Для того, чтобы текст читался. Довольно часто фон очень яркий, и на нем текст теряется. То есть, например, белый шрифт на каком-то светлом фоне вообще ничего не прочитаешь. Но смотрите, еще какая есть интересная вещь. То есть любой фон, его прозрачность можно изменять. То есть его можно взять вот так вот и, например, засветлить еще больше. Этим самым что мы делаем? Мы делаем акцент на продукте и делаем все-таки более читабельным текст. То есть засветление фона – это очень хороший элемент. Особенно очень хорошо это работает, если вот как раз вы эти плашки используете. То есть я сейчас беру фигуру. Ой, а где вы это сделали? Я что-то не поняла, засветление. Это не засветление, это я меняю прозрачность. То есть любой элемент... Это где вы, чем какой кнопочкой, Значит, это где вы делается? выбираете элемент, если это картинка, ее можно делать... Она закрыта у нас вот этим значком платформы вверху, Люба. Да, вы Справа, же не видите. Справа Здесь, вверху. да, справа в верхнем уголочке, то есть сейчас у вас... Все, я подвинула. Закрыто это, вот да, подвиньте, посмотрите. Вот в правом Всё, я верхнем вниз уголочке, где передвину. скачать, да, два инструмента. Это копировать и рядом это прозрачность. Все, вижу, еще замок. вижу, спасибо. И вот с помощью этой прозрачности вы можете менять прозрачность любого элемента. Очень хорошо это работает вот с этими подложками под текст. Их можно немножко просветлить, чтобы там проглядывал фон. И это смотрится уже не так вот ярко и топорно, понимаете? То есть вот это, кстати, возможность как раз и делать немножко размытие. Размытие еще можно сделать и в настройках, вот здесь вот. Немножко размытие увеличить, чтобы края были не очень четкие. Тогда мы не будем получать то, что вот девушка на фоне водоема, прям врезанная. Да? Добавьте немножко размытия. Можете немножко сделать, поменять прозрачность у этого фона. То есть если бы прозрачность была бы получше, поменьше, то все бы это смотрелось не так топорно, как на той Игорь, а можно вопрос? Можно. А вот изначально вот это фото вы у нас сейчас показали, компьютер, вот этот ананас, это реально фото или это тоже вот наложено каким-то образом? Да, хороший вопрос. Вот, кстати, когда я хожу по разным профилям, я вижу композиции продуктов. Если сейчас попадется, покажу. Вот это фото с ананасом, его можно, конечно, было сфотографировать. Но вот это все в фотошопе делается на раз. То есть берется картинка вот этого дощатого фона, берется фотография компьютера,
Потом создается слой, который делает фон компьютера на этом фоне. Видите, здесь вот такой серый. Причем, да, в фотошопе это вообще прям на раз делается. Причем такой фон очень ровный, такая тень изумительно ровная, блин. Я не знаю, чем ее освещали, но вот это просто, вот эта тень, это тот же самый компьютер отдельным слоем затемненный, он сделал эту тень. И вот это ананас. И тоже с тенью, тоже можно абсолютно сделать в фотошопе. То есть проведу отдельный урок. Я не очень люблю фотошоп. Это очень серьезная программа. Но вот такие композиции с тенью, либо замена чего-то в руках у человека в фотошопе можно делать. И не надо учить весь фотошоп. Нужно просто научиться в нем выполнять несколько комбинаций. И тогда вот такие композиции с тенями легко можно будет делать. То есть можно будет просто иметь картинку фона, картинку продукта и картинку каких-то предметов, которые вы хотите разместить, сделать такой натюрморт. И потом еще наложить тени для этих продуктов. Это, конечно, по времени будет занимать значительно больше. Это прям, ну, такая работа не на 5 минут, но даже и не на 10. То есть даже специалист, ну, натюрморт с тенями, но минут за 15, наверное, сделать можно, если их не так много продуктов. А вот с вырезкой чего-то, ну, тоже при набитии руки минут за 15 можно делать. Я это покажу. Кто захочет, можете делать. Но сейчас ваша задача все-таки научиться это делать в канве, делать вот такие несложные комбинации. Обратите внимание, что все-таки это, ну, реально несложно. Менять расположение, порядок и менять размеры. Все-таки в настройках можно все-таки попытаться делать сейчас размытие какое-то. Но здесь не так ярко. Ну вот, все-таки размытие происходит продукта, но размывается он весь, то есть не размывается граница. Но это не айс, это не совсем то, что надо. Так, вопросы есть? Ку-ку, ку-ку. Ну, Да, вообще, да, все Все понятно, спасибо, очень здорово. Так, в общем, это новая профессия. Вообще. Вот это. Мы сейчас навык такой получаем, который можно потом будет. то есть вы сейчас все бросите строить структуру Ну, Вивасани, да, что-то и, да, мне и пойдете начнем. в дизайнеры что-то. Нет, коллеги, поймите, вот этим зарабатывать можно, и я общаюсь с людьми, которые сидят и этим зарабатывают, но это не те деньги, которые приносит сетевой бизнес, если его правильно строить. То есть если вы научитесь хотя бы вот элементарные вещи делать, то есть если вы сделаете свой профиль более интересным, вы на этом заработаете больше, чем вот на этой все-таки не очень интересной работе, которая, ну, много сил требует, поверьте. Глаза устают, руки болят, спина болит. Вот лучше, конечно, заниматься тем, что у вас хорошо получается, это общением с людьми. А то, что я вам показал, это использовать все-таки как хобби. То есть не надо пытаться на этом зарабатывать, честно Но все говоря. равно это помощь. Я, Да. например, сейчас вот увидела, сколько я лишнего времени потратила на последнюю свою заметку, где комбинировала мед с маслами. Мгм. Ну, я столько времени потратила, оказывается, можно было все проще и даже и красивее гораздо сделать. Спасибо, Игорь. Да, пожалуйста. Ну, банка смородинового варенья прям очень-очень поможет. То мозг уже практически плавится. Шутка, ладно. Я передам. Варенье мы все помним. Да? Со всех городов по банке. Но 2 банки я уже заработал, так что я сейчас схожу на склад с удовольствием. Мы там с Машей варенье Только смородиновое интересует или можно другое какое-нибудь? Смородина приоритет. Ну, в принципе, вишня тоже хорошо идет. А грушевое повидло подойдет? Вот нет, вот ради бога, вот повидло и джема, это не ко мне. Варенье, это вот когда вот... А яблочное с корицей? Все, вот нет, не надо. Вот тоже. И с корицей тоже. У нас есть замечательный человек, вот у него тоже очень хорошо добавляет корицу, но с моей точки зрения это уже как-то, ну, для гурманов. Я не гурман. У меня воспоминания о варенье из детства. Так, еще вопросы по тому, что мы сделали. Скажите, пожалуйста, вы сможете хотя бы обработать свою фотографию, вот загрузить, откадрировать и поменять яркость и контрастность? Сможете? Сможем. Сможем. Сможем, конечно, Да. сможем. Конечно. Следующим шагом старайтесь вот делать то, что я вам показал, это комбинации. То есть это то, что называется
коллажи. То есть вот есть такое понятие коллаж, когда вы берете несколько фотографий и из них складываете то, что вы хотите. Вот. И старайтесь, конечно, те элементы, которые у вас хорошо выстреливают, которые вы используете в коллажах, использовать и по другим своим постам. И тогда у вас будет получаться то, что нужно сделать. Это все-таки однообразие, то есть один единый стиль оформления вашего поста. Вот, в принципе, все. Игорь, вот по стилю по единому хотела спросить, потому что пробовала делать разные фотографии, ну, в Инстаграме там тоже есть фильтры. Конечно, да. И некоторые фотографии получаются, ну, как бы вот с одним фильтром хорошо, а другая фотография с этим же фильтром, она как бы совершенно как-то вот... Ну, все зависит от того, то есть один и тот же фильтр желательно применять для фотографии, снятой с одним и тем же освещением, понимаете, с одними и теми же цветами, потому что если у вас цвета на фотографии очень разнятся, вы накладываете один и тот же фильтр, и, конечно, у вас будет получаться что-то разное. Ну да, получается вообще не то. Да, свет совершенно другой, поэтому что значит стиль? Мы, в принципе, фоткаемся с одним освещением и, например, где-то с близкими по гамме цветами. И тогда один и тот же фильтр будет работать очень хорошо. Если фотографии уж чересчур, ну, причесать их не получится. Это очень да, сложно. я вот тоже пробовала, и оно как бы... Я тоже думала такую идею, вот все под один фильтр, а потом поняла, что они совершенно... Ну да. Но это сильно будет как-то влиять на, так скажем, посещаемость, если вот все-таки фильтр ты меняешь? Ну, я вам не подскажу, но вот сами походите по разным страничкам. Вот если начнете пользоваться сервисом, вот этим Instapro, там очень хорошо, потому что я собрал людей, которые меня интересуют, и хожу по людям, которые занимаются одним и тем же, то есть у них аккаунты должны быть близкие. И вот захожу на один аккаунт, у них вот так. Захожу вот на этот аккаунт, здесь все как-то более-менее выдержано в одном, в едином стиле. И это смотрится, ну, как-то, ну, более профессионально. То есть, знаете, зачем единый стиль? Затем, чтобы показать, что человек занимается этим аккаунтом. Что он не просто вот сегодня так, то есть у него и в жизни, значит, все вот так. А у человека есть какая-то системность, у него есть цель, он понимает, зачем он это делает, к чему он идет, понимаете? Вот все эти стили, они говорят только об одном, что у человека есть контент-план развития своего аккаунта. Если у него есть план в развитии своего аккаунта, значит, логично, у него есть план по развитию своей команды. То есть он мне этот план может рассказать, передать, и, значит, я буду делать вот по этому плану и буду получать такие результаты. В чем проблема сейчас? Вот я у людей спрашиваю, с которыми встречаюсь, вот я пришел в компанию, что мне конкретно нужно делать по шагам, по простым шагам, чтобы, например, сейчас, ну, хотя бы брать продукт бесплатно. Я не хочу, например, там, ходить по офисам с товаром, не хочу названивать своим друзьям, знакомым, рассказывать их о прелести MLM. То есть я не хочу этим заниматься, но я хочу, чтобы у меня росла структура. Скажите мне, какие пошаговые действия я должен делать, чтобы у меня росла структура. И что-то такое непонятное, невнятное, нечленораздельное. Поэтому структура растет только у вас, то есть у людей, у которых есть уже опыт, которые уже знают, что это можно делать. А новичок без четкой, понятной, простой, пошаговой схемы, он никогда себе команду не построит. Вот никогда. И особенно, когда результат за какими-то горами, за высокими долами. То есть люди просто этого не дождутся. Поэтому сейчас единственная возможность – это все-таки активироваться вокруг вот нашей этой очень простой схемы приглашения на наши мероприятия. По этой схеме вы все построили себе структуры, то есть после встреч с людьми вы и продавали, и привлекали. Да? Сейчас мы это же самое делаем в онлайне. И не надо все делать одному. То есть нужно просто работать командой. И вот сейчас есть очень понятная пошаговая команда, пошаговая схема действий именно для новичков. Все, учите их, и будет хорошо, всем будет хорошо. И в компании, и в целом, то есть наши мероприятия начнут охватывать много людей, а Vivasan узнают много людей. То есть и люди, которые выступают на вебинарах, расскажут, что они реально специалисты. И, конечно, много-много
людей, не имеющих никакого опыта нигде, ни в продукте, ни в бизнесе, ни в тех же социальных сетях, они будут видеть, что их действия приводят к результату, они будут получать анкеты, заявки, которые вы им поможете обработать. Все. Тогда будет порядок, тогда будет структура, и все начнет куда-то двигаться, будет какое-то направление. Все, пошел к папе. Тишина. Все, спасибо большое, Игорь. Прямо Да. было Спасибо, Игорь. про картинки было очень полезно сегодня. Да, Спасибо. спасибо Спасибо. огромное. Хороших выходных вам. Да у кого же они есть-то выходные? Это у вас выходные, у меня тут труд, работа. Кстати, Ну, сделаю Надо А, отдыхать, Игорь. Да, анонс. иначе иммунитет падает без отдыха. У меня витамины бодрость на весь день. Вот сейчас пойду выпью 2 штучки. Ольга Васильевна сказала, что 2 штучки можно пить в критических ситуациях. У меня Да. сейчас Можно, критическая можно. ситуация. Да, Вот, и правильно. Но сделаю все равно анонс. важен сон и отдых. Вот, поэтому я сегодня проспал, и вот так вот все вот пошло вот через это непонятное место. Пришлось. Нет, все хорошо. Окей. Значит, коллеги, следующая встреча, возможно, будет многим неинтересна. Я вам честно говорю, потому что следующая встреча – это о чат-ботах. Вот. Ой, это интересно. О, это очень интересно. А чат-боты где? Чат-боты везде. То есть платформа, которая работает, ну, Я со поняла, всеми. просто С разными... их можно встраивать, там в ВК-сендлер есть, а можно в мессенджер. Вот мне мессенджер очень хочется. Ну, с моей точки зрения, именно мессенджеры должны работать с чат-ботами, поэтому расскажу о чат-ботах для скайпа, для вайбера, для телеграма, ну, то есть Ой, то, что сейчас отлично. поддерживается. Да вы увидите, что это все делается в одном месте и работает сразу везде. Это Понятно. мультиботовая платформа. То есть, ну, Отлично. Очень интересно. Как раз то, но что надо. Если вы хотите это послушать, тогда подготовьте вариант разговора. Вот вся проблема в том, что мы не сможем сейчас быстро и просто выстроить какой-то вариант разговора. То есть о чем чат-бот должен разговаривать с потенциальными клиентами. Вот это вот самое сложное. Поэтому придется брать чужие разговоры и их адаптировать под себя. Когда у вас будет свой разговор, ваши боты начнут работать наиболее эффективно. Вы увидите, что с технической точки зрения ничего сложного нет. Основная проблема – прописать сценарий и ветвление вот этого диалога. Когда у вас вот это все в голове, когда у вас будет эта схема, тогда техническая организация никаких проблем не составляет. Вы имеете в виду алгоритм общения с ботом? Да, нет, Да. с человеком. То есть вы вот поставьте себя на место бота, и как будто вы общаетесь с конкретным человеком. Что вы ему задаете, какие варианты ответов. Вот эту вот схему разговора, Да, если... налево, нет направо. Да, если вы Да. ее пропишете именно по-человечески, то есть не думайте ни о каких ботах, ни о чем. Думайте, что вы вот человек, продавец, да, и у вас есть потенциальный покупатель. Вот как вы с ним общаетесь, вот эту схему вовлечения, какие вопросы вы ему можете задать, что вы ему можете предложить, то есть что мы ветвим. Я вам в субботу покажу очень простую схему, это просто подписка на наши новости. То есть на нашем вебинарном сайте, да, есть новостная кнопочка «Подписаться на новости», и наша задача – народ собирать в списке. Вот опять же, одна из ваших основных проблем – это то, что вы не работаете с людьми, которые есть в вашей структуре, вы не делаете по ним никаких ни оповещений, ни рассылок. Ну, то есть, если у вас там 1000 человек в структуре, то, ну, чаще всего 100-200 человек вы охватываете. Но прикиньте, у вас 1000 человек, то есть 1000 потенциальных покупателей, вы из них работаете, вы из этой массы работаете с сотней или там с 2 сотнями. Чем занимается остальные 800 человек? Они там как-то живут о чем-то, уже забыли о вас и так далее. Вот основная фишка, или из-за чего все эти чат-боты делаются, это для того, что мы собираем людей в списке. Но опять же, ничего нового для вас. Список клиентов – это золотой актив любого предпринимателя, неважно, каким бизнесом он занимается. Но если нет никакой работы по этому списку, то считайте, что у вас его просто нет. То есть если бы, конечно, мы с вами занимались разовыми продажами, но знаете, есть такие сервисы или такие компании, здесь задача раз продать, и чтобы потом о вас забыли.
Вот если мы работаем вот по такой схеме, то нам никакие списки клиентов и не нужны. Нам всегда нужны списки потенциальных клиентов. А когда человек у вас что-то купил, вы о нем забыли, и все, иди нафиг, ищем следующего. Это вот дурацкая схема работы, присущая для российского бизнеса. Но, к сожалению, к сожалению, по ней работают многие нормальные компании. Почему? Потому что они не имеют возможности, или точнее не имеют инструментов работать по своей клиентской базе. То есть они не имеют возможности легко и просто по этим клиентам делать повторные продажи. То есть если клиент о вас забыл, ну как он у вас будет что-то покупать? Если вы его ни на что не приглашаете, никакие полезности ему не дарите, то есть вы об этом человеке просто забыли, и он у вас просто умер, говоря по-русски. И вот чат-бот – это как раз простая возможность легко и просто работать по своей клиентской базе. Только из-за этого их и надо создавать. Если вы это понимаете, то тогда вы поймете, что чат-боты – это список клиентов, и он нам реально нужен для того, чтобы хотя бы людей оповещать о наших мероприятиях, постоянно их подогревать. Ребята, приходите, у нас вот сегодня там о волосах. Кстати, у нас о волосах будет в понедельник, да? Конечно. Ну, все. Так, А коллеги. будет вообще как-то предварительно, может быть, можно встретиться, поговорить, связь там проверить? Можно, нужно. То есть мы встречаемся лучше за час, лучше, ну, минимум за полчаса, обговариваем все технические моменты, обговариваем, что нужно говорить, как людей все-таки из социальных сетей перетаскивать на сайт вебинарный. Вот. Ну и вообще там надо много еще чего говорить. Так, все, в очередной раз. Да, да, лучше за час, за пол это как минимум. Давайте за час в 6 встретимся. И приглашаю всех, кто будет вести вебинары. Вот тех, кто, вот эти 4 человека, которые будут проводить вебинары, вам тоже лучше прийти и тоже пообщаться, потому что, чтобы каждому это не повторять. Может быть, у кого-то будут свои предложения. То есть 4 головы, это прям будет уже очень хорошо. Хорошо. Все, коллеги, я останавливаю трансляцию. Всем спасибо. Всем спасибо.